12 тысяч лет назад на территории Древней Турции произошло нечто, что не должно было оставить выживших. И это была не просто катастрофа, а загадочная зачистка, следы которой археологи до сих пор не могут объяснить. На месте древних поселений они находят камни, которые когда-то были обычной породой, а затем будто расплавились и превратились в стекло. Чтобы гранит потек, как воск, нужны температуры в 1000 градусов. На такое не способен ни обычный пожар, ни горящие дома. Но в этом регионе нет ни вулканов, ни следов падения метеорита. Откуда тогда взялся жар, способный превратить Землю в раскаленную массу? По расположению руин кажется, будто удар пришелся точечно, выжигая отдельные участки, словно кто-то направлял огонь сверху. Именно здесь стоит Гёбекли-Тепе, комплекс старше египетских пирамид и старше всего, что мы привыкли считать началом цивилизации. Но главная загадка не в том, как его построили, а в том, зачем тысячи людей потом своими руками засыпали его землей слой за слоем. От кого они прятали собственную святыню? Что они знали такого, чего не знаем мы? Ответ, если он есть, лежит в тех же слоях грунта, которые были замурованы вручную. И первые же раскопки оживили древние рассказы о небесном огне, о богах и о силе, что падало на города сверху. И если этот огонь действительно пришел с неба, кто его направил? В 1963-м окраина турецкой деревни Хаджилар привлекла внимание исследователей. Немецкий геолог по фамилии Кунц наткнулся на находку, которая плохо вписывалась в привычную картину древних бедствий. По поверхности земли тянулась плотная стекловидная корка. Она покрывала не отдельный клочок, а уходила на десятки километров, будто очерчивала границу какого-то мощного воздействия. По характеру повреждений Кунц предположил, что разрушение было не хаотичным, а направленным. Когда археологи начали вскрывать жилые кварталы, стало ясно – поселение не пустело постепенно. В домах остались брошенные орудия, незаконченная работа, посуда – все то, что люди не бросают, если уходят заранее и собираются вернуться. Здесь все закончилось в один момент. У шумеров сохранились рассказы о времени до Великого потопа. В этих текстах часто всплывают аннунаки, не абстрактные божества, а правители, которые вмешивались в жизнь людей, принимали за них решения и устанавливали свои порядки. Особенно выделяется эпос об Атрахасисе. Сначала боги пытаются сдержать людей болезнями, голодом, засухой, а потом речь идет о полном уничтожении, после которого целые земли пустеют. Долго такие сюжеты читали как символы и думали, что это обычная мифология о гневе высших сил. Но почему в разных, не связанных между собой культурах повторяется один и тот же мотив – внезапное уничтожение, пришедшее сверху? Рядом с Эриду нашли необычные изменения грунта, которые снова разожгли спор о природе древних разрушений. И на этом фоне Гёбекли-Тепе начал выглядеть иначе. Раньше его воспринимали как выдающееся святилище каменного века, но это место не погибло в войне и не вымерло от голода. Его аккуратно засыпали землей, слой за слоем. Кто-то намеренно прятал целый комплекс. В 2019-м, по словам участников раскопок, под основным уровнем Гёбекли-Тепе нашли скрытую камеру. Примерно на 8-метровой глубине, несколько метров в длину и ширину, со стенами из тщательно обработанного известняка. Внутри лежали 3 предмета. 2 из них можно было отнести к известным ритуальным объектам. 3 выглядел весьма необычно. Это был цилиндр длиной около 70 сантиметров из неизвестного сплава, покрытый знаками, похожими на клинопись. Если описание верное, находка невозможная. В эпоху постройки Гёбекли-Тепе такого предмета не должно было существовать в принципе. Металлургии такого уровня тогда не было. Точной обработки поверхности не было. Письменности тоже не было. Она появится только через несколько тысяч лет. Официально про объект ничего не сообщили. Один из участников раскопок успел опубликовать фотографии, а потом материалы исчезли, а сам он лишился доступа к проекту. На снимках был гладкий цилиндр с идеально ровными краями и рядами древних знаков. Часть символов пытались связать с шумерскими словами, и там постоянно фигурировали одни и те же значения – небо, владыка и огонь, направленные вниз.
Когда исследователи проанализировали спутниковые снимки территории вокруг Гёбекли-Тепе, под поверхностью Земли обнаружились прямые линии, расходящиеся от комплекса в разные стороны. Официально такое можно списать на древние русла рек или особенности геологии. Почему линии настолько прямые? Природные русла так не выглядят. Почему они расходятся от одной точки? И почему их направления совпадают с зонами, где обнаружена расплавленная порода? Если нанести все это на карту, Гёбекли-Тепе оказывается в центре. От него расходятся 8 направлений, и на конце каждого – зона мощного теплового воздействия. И вот здесь история выходит за пределы одного холма. Последние годы выяснилось, что Гёбекли-Тепе был не один. Турецкий государственный проект «Каменные холмы» объединил около 12 древних памятников, разбросанных по провинции Шанлы-Урфа. Все они относятся к одному и тому же периоду, и все имеют следы одной культуры. Вместе они образуют самую плотную концентрацию ранних неолитических поселений, известную науке. Это не разрозненные точки на карте, а связанная сеть, единая цивилизация, растянутая на десятки километров. Если вернуться к 8 лучам, картина меняется. Если Гёбекли-Тепе – центр, то у этого центра теперь есть реальное окружение. Больше десятка поселений вдоль направлений теплового воздействия. Ближайший из этих памятников – Карахан-Тепе, в 37 километрах к юго-востоку. По ряду оценок он может оказаться даже старше Гёбекли-Тепе. Там нашли сотни Т-образных колонн, рельефы с изображениями змей и человеческих лиц. В одном из раскопанных домов Чайоню, еще одного древнего поселения на юго-востоке Турции, слой пепла лежал прямо на бытовых предметах, на всем, что осталось от повседневной жизни. В этом пепле нашли микрочастицы, которые сначала мгновенно расплавились при огромной температуре, а потом также резко застыли. Обычный пожар так не работает. Здесь след очень короткого и очень мощного импульса. И похожие следы находят не только в Чайоню, а в нескольких точках по всему Ближнему Востоку. По данным анализа древних популяций Анатолии и Леванта, в тот же период произошло резкое сокращение населения, так называемое «бутылочное горлышко», когда от большой популяции остается буквально несколько сотен выживших. По отдельности каждый факт можно объяснить чем угодно – климатом, голодом, эпидемией. Но когда они собираются вместе, расплавленные слои грунта, внезапно опустевшие поселения, тексты об огне сверху и демографический провал, картина начинает указывать на одно масштабное событие. Турция тут не единственный пример. В Тель-эль-Хаммаме, на территории современной Иордании, керамика оплавилась, кирпичи превратились в стекло, металлические предметы несли следы мощнейшего теплового удара. Часть ученых объясняет это воздушным взрывом космического тела. А на Гёбекли-Тепе есть кое-что, что прямо связывает комплекс с небесной катастрофой. Колонна 43 из сооружения Д, известная как «Камень стервятника». На ней вырезаны стервятник, скорпион, змеи и круг, который стервятник держит над крылом. В 2017-м инженеры из Эдинбургского университета Мартин Суитман и Димитриос Цикрицис опубликовали работу, в которой сопоставили этих животных с созвездиями. По их расчетам, расположение фигур на колонне соответствует положению звезд в конкретную дату. Примерно 10 850 год до нашей эры. Это совпадает с гипотетическим ударом кометы, который мог вызвать поздний Дриас, период резкого похолодания, длившийся больше 1000 лет. Суитман считает, что колонна – это не просто украшение, а датировка. Люди, построившие Гёбекли-Тепе, видели катастрофу своими глазами и зафиксировали ее дату в камне. Кроме того, на 2 других колоннах нашли изображения, которые Суитман связывает с тауридным метеорным потоком, тем самым откуда, по его версии, и прилетели фрагменты кометы. Люди Гёбекли-Тепе не просто смотрели в небо, они наблюдали за конкретным потоком метеоров и фиксировали то, что видели. В шумерских текстах описано оружие под названием Шарур. Его связывают с богом войны Нинуртой. В мифах Шарур ведет себя совсем не так, как обычное оружие. Это не меч и не копье. Иногда его несут в руке, иногда оно действует самостоятельно на расстоянии.
а иногда ему приписывают способность говорить и передавать волю владельца. Шарур начинает напоминать не оружие, а техническое устройство. Именно поэтому цилиндр, якобы найденный под Гёбекли-Тепе, и связывают с этим мифом. Удобная для переноски форма, ряды знаков на поверхности. Некоторые исследователи пытались расшифровать эти символы и получили слова «небо», «владыка», «огонь вниз». А отдельные фрагменты читались почти как инструкция. Направить в сторону восхода, активировать теплом – это больше похоже на описание прибора, чем на религиозную надпись. Если такое прочтение верно хотя бы частично, миф о божественном оружии приобретает другое звучание. Это уже не абстрактная молния в руке Бога. Это память о предмете, который можно было взять, навести на цель и применить. Главная проблема в том, что этого предмета официально не существует. Когда исследователи задавали вопросы, ответ был стандартным. Такого объекта в документации нет. Формально это может быть правдой. Но есть важный нюанс. Предмет мог исчезнуть из документов уже после того, как его нашли. На бумаге его нет, но физически он где-то есть. В ноябре 2024-го американский исследователь Джимми Корсетти, ведущий популярного YouTube-канала об альтернативной истории, вышел на подкаст и прямо обвинил археологов в намеренном затягивании раскопок и сокрытии находок. С середины 90-х раскопана лишь малая часть комплекса, хотя современные технологии позволяют работать гораздо быстрее. Корсетти заявил, что ученые тормозят процесс сознательно. После этого эфира, который посмотрели миллионы людей, вокруг Гёбекли-Тепе поднялась волна подозрений. Руководитель раскопок, археолог Ли Клэр, был вынужден публично оправдываться, а потом удалил свои аккаунты в социальных сетях из-за давления. По имеющимся описаниям, в состав сплава цилиндра могли входить 3 крайне редких металла – осмий, иридий и рений. Это не те материалы, из которых делают украшения или посуду. Все 3 невероятно плотные и выдерживают запредельные температуры. Осмий плавится при 3000 градусов, иридий выше 2400, рений еще выше. Такой сплав имеет смысл только в одном случае, если предмет должен был работать в условиях, когда все вокруг плавится, а он остается целым. В Анатолии находят породы, расплавленные при температуре около 2000 градусов. Предмет из сплава с порогом выше 3000 мог находиться в самом эпицентре такого воздействия и не получить никаких повреждений. Но как небольшой цилиндр длиной в 70 сантиметров вообще мог создать столько тепла? В этой версии появляется идея геомагнитного оружия. Суть простая. Устройству не нужно топливо, реактор или аккумулятор. Вместо этого оно могло использовать энергию магнитного поля самой Земли. Металл с особой кристаллической структурой улавливает электромагнитное поле планеты, многократно его усиливает и выбрасывает в виде направленного импульса, который превращается в тепловой удар. Принцип тот же, что у обычной лупы. Она просто собирает рассеянные лучи в одну точку, и если точка достаточно мала, бумага вспыхивает. Здесь то же самое. Предмет не вырабатывает энергию, а собирает и фокусирует внешнюю энергию планеты. Примерно 10 тысяч лет до нашей эры магнитное поле Земли было значительно сильнее, чем сейчас. Такое устройство тогда работало бы гораздо мощнее. Позже поле ослабло, устройство потеряло эффективность, и его спрятали. Не как сломанную вещь, а как механизм, который ждет момента, когда условия снова станут подходящими. Магнитное поле Земли непостоянно. Полюса смещаются. С XIX века ученые фиксируют его ослабление, а движение магнитных полюсов в последние десятилетия заметно ускорилось. Обычно это обсуждают в контексте защиты от солнечной радиации, навигации, спутников. Но если артефакт действительно связан с магнитным полем, любое колебание становится не геофизической деталью, а потенциальным ключом. Предмет лежит в закрытом хранилище. Планета меняет свои параметры, и никто официально эти два факта вместе не сводит. Группа ученых из разных стран якобы пыталась добиться независимого изучения аномалий в Анатолии. Они направили обращение в международные организации с просьбой собрать комиссию.
Вопросы ставились простые. Есть необычные геологические слои, есть спутниковые данные, есть спорные датировки, есть следы высоких температур, нужна независимая проверка. Комиссия так и не появилась. Кто-то из участников обсуждения подчеркивал, следы в Анатолии не похожи ни на вулкан, ни на метеорит, ни на землетрясение. Отдельно отмечали рисунок разрушения, не размытую зону бедствия, а структуру с четкой логикой. Энергия, нужная для такого плавления пород, огромна, но радиационного следа нет, признаков ядерной реакции нет. Химический взрыв исключается. Ядерный оставил бы совсем другие следы. Природный пожар слишком слаб. И снова возникает формулировка, которая объясняет все и не доказывает ничего. Это неизвестный источник. В конце 2023-го местные жители рассказывали о ночной колонне грузовиков без опознавательных знаков, которая въехала на территорию Гёбекли-Тепе уже после завершения официального сезона раскопок. Технику разгружали ночью при искусственном свете. Объясняли это укреплением грунта и техническими работами, но очевидцы уверяли, что слышали не стройку, а бурение, причем вертикальное, будто оборудование уходило глубже под землю. Почему ночью? Почему без объявления? Почему сразу после закрытия сезона? Почему позже на объекте появились военные? По словам независимых исследователей, после тех работ спутниковые снимки показали активность в северо-восточной части комплекса, в секторе, который слабо отражен в официальной документации раскопок. На снимках заметили тепловую аномалию, которая может указывать на пустоту под землей. И эта пустота, по их оценкам, значительно больше той камеры, что нашли раньше. Если это так, вопрос меняется. Что лежит ниже основного уровня Гёбекли-Тепе? Мы привыкли думать о нем как о наземном сооружении. Колонны, каменные круги, рельефы животных. Но если под ним есть система полостей, это уже не храм. Это верхний этаж чего-то более глубокого. В Гёбекли-Тепе недавно обнаружили человеческую фигурку, намеренно замурованную во внутреннюю грань стены одного из сооружений, а в соседнем Сайбурче нашли крохотную скульптуру с зашитым ртом. Археологи трактуют ее как образ умершего или ритуал молчания. Что они хотели скрыть, никто не знает. Кстати, и сами масштабы раскопок подтверждают, что под землей остается гораздо больше, чем найдено. В 2025-м, когда по южному и восточному склонам холма прошлись георадаром, под поверхностью обнаружились дополнительные круглые монументальные ограждения, крупное здание и несколько строений поменьше, которые могут оказаться первыми жилыми домами на этом месте. То есть под слоем земли скрыт целый город, у которого мы видим только верхушку. Самая интересная часть истории связана с древней табличкой из Непура. По одной из версий, на ней описано место, которое по ориентирам сходится с Гёбекли-Тепе. Текст якобы называет его «хранилищем небесного оружия». И главное, он говорит о 7 уровнях под землей. 7 подземных уровней встречаются в шумерской мифологии не один раз. В спуске Инанны богиня спускается в подземный мир именно через 7 врат, и на каждом уровне с нее снимают один предмет одежды. Мы разбирали этот миф в отдельном ролике на канале. Пытались найти реальное место, которое шумеры могли описывать как вход в подземный мир, и нашли настоящую пещеру, которая совпадает с ориентирами из текста. Обязательно посмотрите после этого видео. Но здесь 7 читается иначе. Не как путь вниз, а как система хранения. На каждом уровне находится устройство своей силы. На первых уровнях слабее, на последнем лежит оружие максимальной мощности. Если цилиндр с 8-метровой глубины был лишь 2-м уровнем, то все, что ниже, должно быть значительно опаснее. И тогда ночные буры, закрытые зоны и засекреченные архивы получают совсем другой смысл. Главная мысль этой версии в том, что под Гёбекли-Тепе мог храниться не один артефакт, а целая система. Несколько уровней, несколько устройств, разная мощность и назначение. Первый уровень обеспечивал точечное воздействие, второй позволял поражать несколько зон на расстоянии. 7-й нес силу, которую древний текст описывает как очищение всей земли. Древние люди вполне могли описывать языком религии технологию, которую не понимали.
Для них прибор, плавящий камень, выглядел бы не машиной, а гневом небес. Подземная система воспринималась бы не как склад, а как запретное место. Активация оружия выглядела бы не процедурой, а ритуалом. Если Гёбекли-Тепе поставили над таким местом, его назначение могло быть совсем не тем, каким кажется. Так что же произошло 12 тысяч лет назад? Ученые говорят о климатических сдвигах, переходе к земледелию, угасании старых культур. Альтернативная версия видит за этим направленный удар, оставивший спекшиеся породы, обожженные слои и пустые поселения. Возможно, древний мир не просто медленно менялся. Возможно, его что-то оборвало, а выжившие сделали единственное, что могли. Они спрятали источник опасности под землей и оставили предупреждение в мифах. Исследователь публикует фотографии и теряет доступ. Человек задает вопросы о находках и получает давление. Ученый делает заметку о составе металла и удаляет ее. Институт просит разрешить бурение и получает отказ. Можно назвать это совпадениями. Можно назвать бюрократией, но вместе они складываются в систему, где разные структуры в разных странах действуют одинаково, чтобы тема не стала открытой. В марте 2024 над Анатолийским плато зафиксировали короткую магнитную аномалию, около 40 минут. Поле усилилось в ограниченной зоне, и центр этой зоны лежал в районе Гёбекли-Тепе. Аномалия появилась через несколько месяцев после рассказов о ночном бурении. Если под комплексом действительно находится устройство, завязанное на магнитное поле Земли, такое совпадение сложно просто проигнорировать. 12 тысяч лет назад что-то выжгло древний мир. Потом это спрятали под землей. Спустя тысячелетия люди нашли следы. Возможно, нашли и сам предмет, а затем снова убрали его из открытого доступа. Раскопано меньше 10% комплекса. Под землей лежат целые сооружения, которых никто еще не видел. Георадар показывает полости, о которых нет ни слова в отчетах. Если древние строители засыпали это место с таким старанием, возможно, они делали это не ради памяти, а ради защиты. Напишите в комментариях, что вы думаете. Как вы считаете, Гёбекли-Тепе засыпали, потому что он стал не нужен? Или потому что под ним находилось что-то, что нельзя было оставлять на виду? И верите ли вы, что археологи показывают нам все, что находят, или часть открытий уходит в закрытые архивы? Если вам интересны такие разборы, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.